Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале X-Stitch Vibes. Последние несколько дней я борюсь с непреодолимым желанием начать какой-нибудь новый сюжет, хотя у меня и так есть начатые, и я могу спокойно их вышивать, но ничего не могу с собой поделать. Очень хочется начать новенькое, и сегодня я подумала, ну почему бы себя не побаловать и не стартануть. И мой выбор пал на вот такой сюжет от Mill Hill, это собор Святого Николая. Вообще этот сюжет я заприметила для себя еще в 2018 году, но тогда я Mill Hill не вышивала, не покупала. А в этом году я начала это делать. И также в этом году летом мы с мужем ездили в отпуск в город Красноярск. И в Красноярске есть очень красивый католический храм Преображения Господня, построенный в 1910 году, то есть очень уже старенький такой, но невероятно красивый. Вообще я человек нерелигиозный, муж мой тоже человек нерелигиозный, но мне очень нравится католическая архитектура. К православной архитектуре я достаточно равнодушна, она меня не цепляет, а вот католическая нравится мне очень сильно, я люблю что-то такое готичное, и поэтому этот храм, он был обязательным пунктом программы, пока мы были в отпуске в этом городе, и мы туда попали, походили по территории храма. Я сейчас ставлю вам фотографии, которые мы там сделали. И мне кажется, что этот храм, он действительно похож на вот этот собор Святого Николая, который есть на наборе Mill Hill, по крайней мере, башенки по краям, затем вот эта вот часть, которая выделяется вместе с дверью, а над ней еще крыша с окном. То есть визуально очень, мне кажется, именно по архитектуре очень они похожи, да, по принципу построения. А по цвету, конечно, они разные. Храм в Красноярске, он все-таки красного, такого терракотового цвета, а здесь белый, и я, конечно, менять ничего не буду вышивать вот белый так, как он здесь есть, но отсылка у меня явно идет к этому храму из Красноярска, потому что этот набор от Mill Hill я заказала именно тогда, когда мы вернулись из отпуска по следам вот этих моих впечатлений. Я действительно была очень впечатлена этим храмом, но это какое-то... Это необъяснимые чувства, сложно передать, хотя, опять же, повторюсь, я не религиозный человек, но какая-то своя атмосфера там есть, и даже просто атмосфера вот этой красоты, прекрасного, чего-то такого, она меня всегда как-то будоражит. Мы заходили внутрь этого храма, в ту часть, которая как бы отделена немножко от основной части храма. То есть в основную часть храма мы, к сожалению, не попали, потому что в тот момент, когда мы там находились, проходила служба, и нас туда внутрь не пустили, потому что это была какая-то частная служба, а не, ну, как бы для всех людей, да. И в этом же вот, я не знаю, как правильно назвать эту часть храма, предбанник, наверное, нехорошо назвать, но что-то типа такого. То есть какая-то такая вот небольшая зона на входе, огороженная от основной части, да, где происходят службы. И вот в этой части находилась касса. Кассы не случайно, потому что в этом храме находится органный зал, где проходят концерты органной и концертной музыки. Прошу простить тавтологию, но... Никуда от этого не денешься. Мне нравится слушать орган, и я бы с удовольствием послушала орган в этом храме, но, к сожалению, так как вся наша поездка, она была довольно спонтанная, поэтому вся программа нашего времяпрепровождения там, она тоже была очень спонтанной. То есть мы знали какие-то основные точки, которые мы хотим посетить, но не было у нас такого, что вот в такой-то день мы пойдем туда-то, в такой-то туда-то. То есть все было очень спонтанно, очень по ходу дела, так скажем. И находясь там, мы смотрели расписание уже в этом непосредственно в храме, что в один из дней, когда мы еще будем здесь находиться, будет проходить концерт органной музыки. Мы такие радостные подбежали к кассиру: а продайте нам 2 билета, но оказалось, что все билеты раскуплены, поэтому органную музыку в католическом храме в городе Красноярске нам послушать не удалось. Но Красноярск меня настолько впечатлил, поразил и влюбил в себя, хотя я всю жизнь живу в Сибири, но
Сибирь, Сибирь рознь. И та Сибирь, которая есть в Красноярском крае, она значительно отличается от той Сибири, которую имеем мы в Кузбассе. Вроде бы одно и то же, да не совсем. И вот именно там я впервые задумалась о том, что я все-таки, наверное, люблю Сибирь. Я всю жизнь здесь живу, и всю жизнь я задаю себе этот вопрос, люблю ли я Сибирь. И не могу никак прийти к какому-то ответу, но именно в Красноярске я подумала, что все-таки я люблю. Ну и именно красноярская, конечно, природа, она меня очень сильно поразила. И город сам меня поразил, он в хорошем плане отличается от города Кемерово. Во многом он более выигрышный в плане инфраструктуры, в плане какого-то социальной зоны рекреации. Ну, во многих планах мне показалось, что он гораздо более развит и облагорожен по сравнению с городом Кемерово. И было немножко, конечно, грустно, что в нашем городе как-то отстает такая программа, но вроде бы сейчас у нас тоже много чего начали строить. Может быть, и наш город будет потихонечку развиваться и будет появляться больше интересных мест. Вот. Но музыку все-таки мне послушать не удалось, органную, но так как я тут очень долго повествую о том, как мне понравился город Красноярск, я надеюсь, что я там еще побываю и обязательно уже заранее буду знать, что нужно покупать билеты на концерт органной музыки заранее, и надеюсь, все-таки я там побываю, послушаю, а может быть даже сделаю еще и фотографию вот этого сюжета от Mill Hill на фоне того храма. Ну, посмотрим, все в жизни нашей может случиться. И наборчик я этот еще не вскрывала, хочу вскрыть его вместе с вами, потому что мне интересно вот что. В этом году я вышивала уже 4 сюжета от Mill Hill, 3 из которых были по наборам, и в 2 из этих наборов мне попались записки, потому что там были какие-то ошибки в этих наборах. Я показывала все это в предыдущих видео. Это наборы эспрессо и набор опавшие листья. Да, опавшие листья. Так что можете, если что, вернуться к тем роликам и посмотреть, какие у меня записки были там, если вдруг вы собираетесь вышивать эти сюжеты. А сейчас у нас настанет момент истины, я вскрою этот набор, и мы узнаем, повезло ли мне, в кавычках, или не повезло, уже без кавычек. Так, давайте я не буду шуршать и просто разрежу. Главное тут... Ну ладно, целостность упаковки мне уже в принципе не важна, потому что все равно все я буду перекладывать. Так, достаем, убираем. Так, что у нас здесь? Пуговичка, 2 пакета с бисером, вот с таким красивущим бисером. Нитки. Кстати, в этом наборе идет металлизированная нить. Я вот не знаю, что это. Сейчас мы посмотрим по ключу, крейник это или не крейник. Или, может быть, просто металлик от DMC. Ой, главное тут все это не запутать. Ну, в общем, красотища. Красотища. Так, немножко в стороне буду разворачивать. Ну, смотрите. Записок нет. У меня хороший набор, без косяков. Ну, я надеюсь, что нет записки не потому, что они еще не заметили в этом наборе косяк. Кстати, этот сюжет я не вижу вообще, чтобы его вышивали на ютубе или просто в интернете. Я вот сегодня специально полезла поискать отшивы и на Stitch.su всего нашла 1 отшив. То есть это не слишком такой популярный сюжет у Mill Hill. Но вот мне он очень нравится. Итак, записок нет, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Хочу я посмотреть ключ, что у нас здесь по цветам. Так, и по цветам, что у нас здесь? Получается 12 цветов DMC. Здесь вот 2 у нас повторяются, потому что бэкстич у нас, кстати, сюда вынесен. Очень интересно.
5 цветов крейника, то есть вот эти все-таки блестящие ниточки, это крейник. Ну, я так и думала, что это крейник. И бисер у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цветов бисера. Ну что ж, сейчас буду разбирать. Как вы уже видите, я буду заменять ткань, вернее, буду заменять перфорированную бумагу на Еву 4036. Очень долго думала я, на каком цвете основы вышивать этот сюжет. Явно мне хотелось поменять перфорированную бумагу, на ней мне вышивать не хочется. И думала я, да, очень интересно здесь смотрится вот на коричневой основе этот сюжет. И, в принципе, вся вот эта серия, да, с такими домиками зимними на вот этой коричневой основе смотрится интересно за счет цвета основы. Но пришла мне в голову идея вышивать этот сюжет на серой ткани. Но, к сожалению, как-то в моих запасах серой ткани подходящего каунта не оказалось. Поэтому я решила не быть оригинальной здесь и просто поменяла на коричневый оттенок. Вот этот 4036, хотя он имеет некоторую такую сероватый подтон, и на некоторых фотографиях он даже кажется серым. Но на самом деле, конечно, он не серый, он такого холодного, не знаю, песочного, не песочного, ну, сложно, в общем, описать. В общем, он такого холодного коричнево-бежевого цвета, то есть не прям такой ядреный коричневый. То есть вот они вместе, если посмотреть, они по оттенкам отличаются, да, вот как-нибудь показать. Видно? Надеюсь, вам видно, что они вот отличаются. То есть вот этот он более такой теплый, вот этот, да, более такой печенюшный цвет, вот этот более, конечно, сероватый, более холодный, и мне кажется, вот на этом будет смотреться очень интересно. Так что буду я приступать. Приготовила я здесь органайзер вот такой, который мне положили вместе с моим держателем от Нургиена, на котором я сейчас активно вышиваю. Очень красивый вот этот органайзер такой. Но у меня все нитки сюда не войдут, потому что здесь, сколько я говорила, 12 DMC и плюс 5 крейника, а здесь всего у нас 14 посадочных мест, поэтому он, конечно, здесь мне не пригодится. Буду я здесь вышивать, возьму, скорее всего, обычный бумажный, а этот уберу. И также буду еще думать насчет пуговицы. Вот пуговичку я, наверное, не буду сюда пришивать. Мне кажется, без нее будет лучше смотреться, но это потом посмотрим. И также буду еще вот эти вот моменты ну вот как это, звезды или все-таки это снег? Как вы думаете? Я пока вот не знаю. Если у нас здесь звезда, то, может быть, предполагается, что это ночь, поэтому это звезды, да. Но если я звездочку уберу, то, возможно, это уже будет и снег. В общем, я думаю здесь, что можно как угодно, хоть снег, хоть звезды. И я думаю, что вот эти вот крестики я заменю на какой-нибудь бисер петит белого цвета из своих запасов. У меня есть и Милхил, есть у меня и петит и Утоха, поэтому что-то вот оттуда я выберу и сюда вот пришью. И как раз-таки ткань для этого случая будет более выигрышной, потому что на перфорированной бумаге, конечно, будет видно все протяжки. Хотя если я буду пришивать бисер, то возможно, я буду пришивать какой-то прозрачной ниткой, но это посмотрим. Вот. А здесь, конечно, вот видно местами вот эти протяжки. Так что буду начинать. Ну что, я уже организовала себе процесс. Нитки все-таки я развесила на этот органайзер. Здесь именно нитки DMC у меня поместились. Осталось даже вот еще 2 ячейки. И так как здесь невозможно написать номера на этом органайзере, то я просто пронумеровала себе нитки DMC вот здесь в ключе. И теперь я буду ориентироваться не на номер DMC, а просто вот на этот номер, который сама здесь написала. Попробовала уже вот вышить одну ниточку, чтобы снять с органайзера. Пока, наверное, я не приловчилась, и мне как-то не слишком удобно вот вытягивать вот этим методом из кос, как это удобно на бумажном органайзере. Но, может быть, это потому, что я первый раз попробовала и еще не приловчилась. Может быть, потом будет как-то полегче. А вот эти нитки
крейник, который здесь у нас лежат в наборе, я решила, так как здесь всех цветов по одной нитке, одного цвета 2 ниточки, я решила не навешивать на органайзер, чтобы они не трепались. Уже потом, когда я буду этим крейником вышивать витражи, то тогда я его и буду доставать из этого пакетика. Бисер я не разбираю по пакетам, потому что мне так удобнее. Я буду ссыпать его вот в такую вот мисочку, не знаю, как это назвать, но, в общем, они продаются в посудных магазинах. Вообще, это соусница для соевого соуса, вот так вот, наверное, правильнее сказать. Ну, по крайней мере, именно для этих целей. Ну, хотя сюда можно не только соевый соус, любой другой можно сюда наливать, да, для каких-то блюд подавать. И вот у меня такие купленные, и я одну себе выделила именно для того, чтобы вышивать наборы Mill Hill, и туда я бисер ссыпаю, иголочкой подцепляю. А по цветам я уже буду рассортировывать в конце. Когда закончу работу, достану свои запасы бисера Mill Hill'овского и буду распределять. Возможно, у меня какие-то цвета уже есть, и я просто туда досыплю. Сейчас мне не очень удобно этим заниматься, и я не хочу много пакетиков, потому что бывает, что я, так как Mill Hill процесс небольшой, я бывает куда-то с ним хожу, и я боюсь просто где-то эти все пакетики многочисленные потерять. Поэтому пусть лучше вот так все будет. И также хотела вам еще рассказать, как я нитки сортирую, нитки DMC, так как здесь у нас все-таки, вот вы видели, лежал пучок, ну, все это уже знают, конечно же. Мне очень помогает моя палитра DMC, которая у меня есть дома в наличии, то есть мои запасы. У меня не полная палитра собрана, некоторых цветов у меня нет. И, кстати, в этом наборе таких цветов было вот из 12, наверное, цвета 4 у меня в коллекции ниток DMC нету, нужно будет их докупить. И чтобы не путаться и как бы не сидеть, не гадать, я просто достаю вот такие коробки, у меня их 4 штуки, и здесь у меня лежат все нитки мои DMC. Ну и также вот видите, чуть-чуть здесь у меня крейника, то есть у меня есть свободные ячейки, которые оставлены из-за того, что у меня не полная палитра. То есть сюда будут добавляться еще цвета, и какие-то будут переезжать вот сюда, и потом я этот крейник, конечно же, уберу. А пока он вот здесь вот лежит, мне так удобно. И я просто ориентируюсь на вот эти вот имеющиеся нитки свои, очень легко и быстро распределяю, и таким образом можно избежать ошибок, потому что вот здесь в описаниях Mill Hill тоже бывает ошибается. Вот у меня в наборе эспрессо была именно такая ошибка, что описания цвета были перепутаны с номерами цветов. И если бы я не ориентировалась на свои нитки, то я бы вышила так, как здесь написано, так как никакой записки именно по тому поводу не лежало в наборе, и я бы просто вот поверила, начала вышивать. Наверное, я бы потом поняла, да, в процессе отшива, глядя на превью, что что-то не так, но это значит, что нужно было бы распускать, распарывать, а я это дело не люблю, и никто, я думаю, не любит. Поэтому, если у вас нет, как же это называется, карты цветов DMC, но при этом у вас есть свои цвета DMC, то можно вот ориентироваться хотя бы, даже если у вас не полная палитра, так как у меня, но часть цветов вы все равно определите правильно, и потом вам методом исключения уже будет легче ориентироваться вот здесь, так как все-таки в наборах Mill Hill не такое большое количество ниток DMC. Вот такая у меня будет организация, и буду начинать. Вернее, продолжать вышивать этот чудесный собор. Ну что, с момента прошлого включения у вас прошла буквально 1 секунда, а у меня, наверное, недели 2. Вот так вот растянулась у меня вышивка этого процесса, потому что вышивала я еще кролика своего от Ланарта, заканчивала, поэтому этому процессу доставалось по остаточному принципу. Ну и сейчас я уже, конечно, его взяла в руки и закончила. Вот что у меня получилось. Очень богат этот сюжет на бисер. Видите, что здесь у нас и в елках бисер есть, и вот здесь вот в травке. И сам вот этот вот костел, он очень-очень прям
бисерный такой наполовину, я бы сказала, состоит из бисера. И крыша у него, и дверь, и сами стены. Вот здесь сделано очень красиво, как будто бы кирпичиками. Вообще, когда я вышивала, сначала вышила вот ниткой здесь, и потом стала, вернее, до того, как стала пришивать бисер, очень классно смотрелась просто вышивка вот этим светлым цветом на вот этом фоне. Действительно прям, ну, такой яркий кирпичный рисунок был. Сейчас он, конечно, с добавлением бисера он уже немного скрадывается, то есть так очевидно в глаза. Вот эта кирпичность, она, конечно, не бросается, но тем не менее она есть. Я бисер пришиваю по ходу, то есть вышила елку, пришила бисер. Вышила, допустим, вот здесь какую-то часть здания, тоже пришила бисер. В общем-то, вот что у меня получилось. Как видите, давайте я вот так вот положу и буду рассказывать, что я здесь поменяла. Я не стала пришивать вот эту пуговичку, но об этом я и говорила, что я не буду ее пришивать, потому что, ну, как-то, в общем, мне не захотелось. И пока не хочется, поэтому пускай лежит. Если вдруг потом когда-нибудь захочу, то пришью. Если нет, то она мне пригодится в каком-нибудь другом сюжете. И также вот здесь у нас на превью есть крестики, которые изображают снег. Ну, мне кажется, это снег. Я сначала думала, что заменю их на бисер. Здесь вот в наборе есть вот такой вот белый петит, который выполняет роль снега. Вот этот вот белый бисер. Вот здесь также он у нас есть. Вот я думала, что я его вот сюда вот пришью вместо вот этого белого снега. Но когда я это сделала, наполовину я вот здесь вот начала пришивать, и вот здесь вот практически все закончила, то у меня, ну вот именно как здесь вот по схеме, как должно быть. У меня появилось такое ощущение, что вот эта вот полоса бисера здесь, она как бы давит на этот сюжет, и он получается такой какой-то задавленный, как будто в рамке в такой. И мне это совсем не понравилось, поэтому я решила не делать. Вот решила оставить вот так вот все как есть, без звездочки и без снега. Просто вот так. Мне пока так нравится. Если со временем разонравится, то никогда не поздно дошить, что-то переделать, что-то придумать. Поэтому вот так. И также в этом наборе, вот здесь вот у нас есть окна, которые делаются как витражи. И в наборе у нас лежал крейник номер 8. Все вот эти нитки, они все восьмерочки. И я начала вышивать сначала тем, что вот предложил нам Милхил. Но мне вообще не понравилось. Очень сложно вышивать восьмерками. Я раньше вышивала, но это были какие-то буквально одиночные крестики на каких-то работах, где я добавляла его сама, а вот именно чтобы была плотная зашивка, а здесь она у нас все-таки вот достаточно плотная, вот в этих окнах, да, вот эти витражи, здесь полная зашивка, то есть здесь 5 цветов крейника, и восьмерками это получается очень такая тугая зашивка, очень тяжело протаскивать нитку в отверстие. Я начала вот делать вот это вот окошко, вышила примерно половину, поняла, что мне не доставляет никакого удовольствия этот процесс, и решила, что я себя мучить не буду. И просто пошла в свои запасы ниток. У меня есть небольшое очень количество крейника. И из четверок у меня были вот эти 5 цветов. Больше, ну только совсем белый, светлый у меня еще есть из крейника номер 4. А вот из того, что более-менее такое яркое, вот эти вот 5 цветов, я их и взяла. И вот здесь вот я ими вышла. Сейчас я вам еще покажу, какие они красивущие. Ну, крейник, конечно, это очень красиво. И четверкой вышивать вот мне в одну ниточку нравится гораздо-гораздо больше. Поэтому я взяла эти нитки и вот так вот вышила. И мне кажется, получилось довольно-таки неплохо. Никакой существенной разницы, да. Ну, можно, конечно, сравнить с превью, как вот у нас здесь, да, и как вышло у меня. Ну, зеленого вот у меня нет. То есть у меня не было таких прям в точности оттенков. Заказывать где-то специально ради этого процесса крейник мне не хотелось, поэтому я взяла то, что было. И честно, никакой трагедии в этом я не вижу.
все равно получились довольно симпатичные витражи. Может быть, даже мне мой вариант нравится больше, потому что у меня вот есть синий, мне кажется, красиво смотрится. Ну и с зеленым тоже было бы классно. Но мне вот нравится все так, как у меня получилось. Вот, поэтому с этим набором я закончила. Свою как бы давнюю хотелку я удовлетворила. Этот набор я уже говорила, нравился мне достаточно давно, но я его не покупала, не вышивала, а вот в этом году приобрела в связи с тем событием, о котором рассказывала в начале этого ролика. Вышила и как бы гештальт закрыла. Оформлять пока не буду, наверное, вот сниму его с пялец, поглажу и уберу в свой рулончик. Поэтому пусть лежит до того момента, когда я захочу вдруг его оформить каким-либо образом. С этим сюжетом все. И также у меня на этих выходных вдруг случилось какое-то невероятнейшее просто вдохновение. Давно у меня такого не было, и с утра я решила, что у меня есть сюжеты, которые я хочу закончить, доделать какие-то небольшие моменты, которые там не доделаны. И вот первый сюжет, который я решила доделать, это были вот эти листья. Кто помнит, в предыдущих влогах я показывала, что начала этот набор, что запуталась там с бисером, плюс там лежала бумажка об ошибке, и я неправильно истолковала эту бумажку, поэтому неправильно вышила. И заказала бисер, дозаказала бисер, которого, как я считала, мне не хватило, но это оказалось, что это не тот бисер. Потом все-таки я заказала нужный бисер, которого мне не хватило, дошила вот здесь вот недостающие 18 бисерин. Вот в эти выходные. И вообще я хотела оформлять этот сюжет в пинкип и просто вот его где-то вешать в комнате в осенний период, чтобы как-то, ну, в общем, в качестве украшения такого. А тут я подняла глаза, вот когда дошивала этот бисер, я сижу как раз вот за столом, и над столом у меня висела вот эта рамка. В ней был оформлен шмель от Теи Гувернер. Я вставлю фотографию сейчас, как это было у меня оформлено. И я вот как-то посмотрела на эту рамку. У этой рамочки вот такие вот листочки красивые. Рамка вообще просто потрясающая. Я посмотрела и такая думаю, а может быть можно оформить этот сюжет в эту рамку. Я сняла шмеля, вытащила его, приложила все, и мне безумно понравилось то, что я увидела. И, как видите, я оформила, и сейчас у меня это висит, украшает мой дом. Мне безумно понравилось, мне кажется, вот этот сюжет и эта рамка, они созданы друг для друга, потому что здесь у нас сюжет с листьями, и рамка у нас тоже такая с листьями, в общем, и они какие-то вот... Ну, здесь бисер, да, и рамка, это не сказать, чтобы такая простая прям. Ну, в общем, все друг к другу подходит. Мне очень нравится, как это выглядит. Я безумно довольна. Вообще, эту рамку я просто обожаю. В прошлом году я ее заказывала для ворона от Cricut Collection. Вставлю фотографию. Он какое-то время у меня был оформлен, потом я вышила вот шмеля и оформила в эту рамочку, и сейчас это уже вот эти листья, третий сюжет, который живет в этом багете. И мне кажется, это очень здорово, меня это радует. Очень жаль, что этот багет исчез уже из ассортимента той багетки, в которой я его заказывала. Вот как раз я тогда последние кусочки и урвала, которых мне вот как раз хватило на такую небольшую рамочку. В общем, мне безумно нравится. Я уже сходила в лес, пофотографировала красиво эту работу. Вставлю вам несколько фотографий сейчас, чтобы показать, потому что, может быть, сейчас как-то не очень передается цвет основы или ниток, но, по-моему, вроде бы более-менее нормально. В общем, классно получилось. Я очень довольна тем, как это вышло. И так что будут пока эти листья жить в этой рамочке, а там дальше, возможно, или вернется что-то из старенького, возможно, я соскучусь по ворону и вставлю его, возможно, вышью какой-то новый сюжет, и он сюда также подойдет, и будет здорово. Единственный, конечно, минус вот такой идеи о том, чтобы оформлять несколько вышивок в один багет,
заключается в том, что вот эти вот заклепки черные, они очень, некоторые оказываются слабенькие, и они отваливаются. То есть вы видите, что у меня было, вообще на каждой стороне было по 2 вот таких вот заклепки. Но вы видите, сколько у меня их осталось. Потому что остальные вот просто отвалились от частого использования. Но я не вижу в этом какой-то трагедии. Думаю, можно напрячь кого-нибудь, например, мужа, с тем, чтобы придумать какие-то крепежи сюда, для того, чтобы вот задник посильнее прижимать. Но пока я вот здесь, с одной стороны, просто вот так вот подклеила скотчем двусторонним. И, в принципе, нормально пока держится все. А так, впоследствии, я думаю, можно что-то придумать, как-то решить эту проблему, я думаю, что можно. Но, тем не менее, она есть. И это, конечно, знаете, вот с одной стороны, вроде бы, это потому, что я их часто туда-сюда отгибаю, загибаю. А с другой стороны, почему вы такие хлипенькие, что всего-то 3 сюжета я поменяла, да, я же не каждый день их туда-сюда отгибаю. А вот за эту рамку я заказала 1,5 года, наверное, назад, или год, ну, чуть больше года, не 1,5, но чуть больше года. И вот за это время я 3 поменяла оформление. И вот, то есть, но мне кажется, это как-то не очень долговечно. Так что вот так вот с этим сюжетом. Очень мне все нравится, висит, радует меня. И на этой волне вот этого вдохновения от того, как у меня круто оформился этот сюжет. И потому что, когда вот это случилась история со всей этой неразберихой с бисером, у меня немножко к нему пропало настроение. И даже когда мне приехал вот этот вот бисер, которого мне не хватило, я не спешила заканчивать, потому что вот какой-то неприятный осадочек от этого всего у меня остался. Сюжет лежал, я уже даже начала думать, зачем я его вообще вышила, зачем мне это надо было. Обычный он такой, этот сюжет, ничего в нем такого нет, но вот реально случилось какое-то вдохновение, я решила закончить просто этот хвостик, чтобы он не лежал. И просто вот действительно, когда случается вот какие-то проволочки с какой-то работы и пропадает настроение на нее, вот действительно стоит убрать на какое-то время, с глаз долой ее, вообще перестать про это думать. И через какое-то время ты достаешь и думаешь: вау, какой классный сюжет, как классно, это я вышила, что правда, да? И у тебя уже нет вот этого осадка, он уже давно выветрился, и ты можешь заново радоваться этому сюжету. И вот так у меня случилось вот как раз с этими листьями. Я их достала, посмотрела, мне все очень нравится. Мне нравится, что я поменяла основу. Здесь такая зеленая перфорированная бумага была. Я ее убрала, заменила на casual в цвете 53. И также вот здесь предполагалось вышивать такие на фоне квадратики сливочного такого цвета. И я их тоже вышивать не стала. Мне вот нравится все именно так, как вот есть сейчас в этой работе. Поэтому иногда, конечно, нужно давать вышивкам отлежаться, а себе немножко остыть и выветрить какие-то негативные эмоции, если они с вышивкой случаются. И, в общем, я так очень вдохновилась тогда этим оформлением, что решила закончить еще одну работу от Mill Hill, которая тоже у меня лежала готовая, но не оформленная. Это вот такой вот снеговик, набор называется Фрэнк. Я вышивала подбором на пластиковой канве, он у меня вышит, то есть не на бумаге перфорированной. Он у меня был готов, вышивала я его в мае этого года. Все это время он лежал, просто незаконченный. И вот тут на волне этого, не знаю, вдохновения какого-то, реально у меня такого давно уже не было. Я не знаю, с чего оно вдруг появилось. Но вот с чего-то вдруг появилось, и я была безумно рада. Я решила также вот закончить этого снеговика. Сделала здесь задника в виде фетра, просто приклеила на двусторонний скотч. Хотела прошить, но, честно говоря, видимо, как-то у меня нет опыта в этом вопросе, и поэтому мои попытки прошить были очень некрасивые. Я все распорола и просто очень хорошо вот здесь вот проклеила края. Простите, это кот, он очень хочет ко мне, я закрылась просто, а он остался там. Он спал,
А теперь он проснулся, и он хочет ко мне. Пойду-ка я его запущу, наверное. Иди, заходи. Давай, заходи. Да, очень хочется. Заходи. Только не кричи. Не кричи, ладно? Я запустила кота, чтобы он не вопил истошно под дверью. Он не любит закрытые двери. Ему всегда нужно быть в курсе того, что же везде происходит. Так вот, на чем я остановилась. Просто здесь я проклеила все, хорошо края проклеила, то есть просто у меня фетр с пришиванием как-то у меня не сложилось. Вообще нужно как-то посмотреть какие-то видео, как-то этому обучиться, чтобы сшивать. Не потому, что я там против клея или еще что-то. Клей мне очень нравится, это очень быстро, но иногда вот хочется, наверное, как-то подшить. Ну, в принципе, просто попробовать, насколько это красиво будет и так далее. Просто, чтобы уметь это делать на всякий случай. И сделала я здесь вот такой вот шнурок, просто скрутила его из ниток мулине. И также вот такие вот висюльки. И здесь у меня бубенчики, которые я покупала в Леонардо. В общем-то, ничего необычного я тут не сделала, да, все такое, все такое известное, но я была довольна, что опять-таки закончила сюжет полностью, доделала, который у меня лежал, и вот все как-то не доходили у меня руки эти небольшие манипуляции по его завершению сделать. Так что вот он у меня полностью готов, и теперь будет лежать, ждать своей участи. Но и на этом Милхил в моей жизни не закончился. Вот посмотрите, один сплошной Милхил у меня идет. Это, конечно, очень здорово, но в этом году, мне кажется, я уже немножко даже объелась Милхила. Я до него дорвалась, так скажем, что я его даже объелась прям вот от пуза. Но, тем не менее, еще у меня есть Милхил в процессе. Это вот эти вот санты, тоже я про них рассказывала, что буду их начинать. Один у меня будет в подарок, а один для себя. И вот я начала тот, который в подарок. И начала его вот только вчера. Вышила вот это вот все красным цветом одним за вечер. И вот тут вот чуть-чуть белым. И напомню, что я вышиваю по заготовке от Ольги Романовой. И у этих заготовок есть такая особенность, что они, вот эти вот дырочки, да, вот эти вот перфорации, они пачкают нитку. Об этом я знала. Во-первых, предупреждает сама Оля перед тем, как вы будете оформлять заказ. Меня лично Оля предупреждала в переписке ВКонтакте о том, что есть такая особенность, потому что я делала еще заготовку для снеговика, где очень много вышивается белым цветом, и Оля даже мне говорила, что, может быть, не стоит делать для этого снеговика заготовку, так как большая вот зашивка светлыми нитками, но я к тому времени уже посмотрела видео у Жени говорит, не помню, какое конкретно это видео, но Женя показывала вот эти заготовки, на которых она уже вышивала, и она рассказывала про то, что нитки заморались, и в комментариях девочки рассказывали, как они решают эту проблему, потому что я так понимаю, что вот эта проблема того, что перфорированные заготовки морают нитки, это не конкретно только вот у заготовок Ольги Романовой, что многие другие деревянные заготовки, они тоже этим грешат. И был разные способы девочки рассказывают. Я выбрала для себя самый-самый простой. Это вот такой вот я завязываю вот здесь. Видно? Вроде бы видно. Я завязываю вот здесь узелок возле ушка, чтобы было такое утолщение, и прежде всего, да, после того, как иголку я протянула в эту перфорацию, чтобы основную грязь на себя собирал вот этот узелок. И он действительно грязный. Не знаю, видно сейчас? Мне кажется, видно, что вот он такой более темный, чем основная нитка. Конечно, на красной ниточке это не так сильно видно, как это видно, например, на белых нитках, но даже на красных, вот когда я отрезаю, я вижу, что есть потемнение. Но в целом, если вот смотреть, да, на вышивку, на отшитые вот эти вот части, я не вижу какой-то вот темноты, какой-то грязи. Конечно, на красном, наверное, это не сильно показательно. Посмотрим, что будет, когда я полностью отошью
светлые участки, но вот пока на вышитой вот этой небольшой светлой части я тоже ничего не вижу, чтобы была какая-то прям катастрофическая грязь. Так что вот, если вы будете заказывать такие деревяшки, то имейте в виду, что есть такая особенность, и вам придется приложить некоторые усилия, какие-то делать дополнительные манипуляции, чтобы вышивка была чистая. Ну, продолжу дальше вышивать вот эти деревяшки. Вот такое вот включение с рук, чтобы показать вам ту проблему, о которой я говорила. Вот такая вот грязь собирается на этот узелок. Прям вообще что-то прям очень грязное, если честно. На белых нитках, конечно, вообще сильно видно. И, как мне кажется, нитки вот здесь вот действительно они такие более серенького такого цвета, чем нитки на бобинке. Не знаю, может быть, когда довышиваю, вот сейчас буду тут точно распарывать вот один крестик, он прям такой грязный, последний сделала, буду его распарывать. И не знаю, может быть, когда закончу полностью работу, попробую как-то или влажной салфеткой эти крестики немножко потереть, или может быть сейчас даже попробую. Но, конечно, это не очень здорово, и, блин, как-то мне, как-то это не очень-то приятно получается. Хотя, опять же, у меня нет никаких претензий к производителю, потому что об этом предупреждается. Но проблема есть, и вот буду ли я еще заказывать такие заготовки. Это, конечно, очень круто, что можно заказать под какой-то сюжет вот такую деревянную заготовочку. Но Ольга делает также пластиковые заготовки. Но вот как-то я дерево больше люблю, поэтому я вот на это и купилась, что можно заказать под сюжет какой-то, какой тебе нравится, да, который не идет по набору на дереве, а ты вот просто можешь его для себя сделать. Вот эта идея мне, она очень понравилась. Ну вот, конечно, не хочется грязных работ. Ну вот и готов мой Санта с кардиналом. На работу у меня ушло 4 вышивальных дня. Мне кажется, это многовато, при том, что я посвящала ему достаточное количество времени. Думала, как-то быстрее будет идти дело, но такие эти маленькие сюжеты от Милхила обманчивые. Тебе кажется, что вот ты сейчас быстренько все сделаешь, но по факту приходится повозиться. Здесь 2 цвета петита. Всего здесь 4 бисера. Я вот так вот буду сейчас под углом вам показывать, чтобы было более-менее видно бисер и вообще хоть как-то посмотреть, может быть, под углом будет лучше видно красоту этого Санты, потому что я снимаю при лампе кольцевой, при искусственном освещении. Ну, такая темень стоит уже, что, к сожалению, никак по-другому. Так вот, здесь 2 петита кристалла. Они, вернее, не кристаллы, а просто петита, хотя, да, они, в принципе, кристальные. Они пришиваются полным крестом, и вот с ним, конечно, пришлось повозиться. И 2 бисера обычного размера, которые пришиваются полукрестом. Ну, с этим, конечно, очень быстро все. Вот в основном петит вот этот крестом, он такой времязанимательный. Я уже собрала полностью всю эту конструкцию. Здесь вот приклеила задник, приклеила также вот эту вот палочку. И вот здесь вот у нас подставка, которая вот так вот вставляется, все прекрасно держится. Легко очень все снимается и легко все. Да, именно сейчас будет все сложно, потому что мне неудобно делать на камеру. Нет, все очень легко делается. Вот эти вот эту палочку и подставку я заказывала отдельно, то есть в комплекте с заготовкой к этому Санте шли только вот сама заготовка и задник. Остальное вот все было покупалось отдельно. Пока вот сниму ее, чтобы было более удобно показывать вам. В общем, потрясающе. Мне очень нравится. И во время вот отшива я показывала вам, что есть некоторые проблемы с дырочками в этих заготовках, да, что они грязные и они морают нитку.
Это действительно так, это действительно проблема. Действительно были определенные сложности, приходилось делать нитку покороче, обязательно завязывать узелок и не доводить нитку до самого-самого конца, потому что не только узелок был грязный, но еще был грязный и вот сам отрезок нитки рядом с иголкой, где-то, наверное, сантиметра 2, видимо, потому что трогаешь руками вот этот узелок, потом дотрагиваешься до вот этой ниточки, и оно как-то все грязнится. И чтобы крестики были не грязными, приходилось нитку доводить не до конца, то есть расход нитки получается такой себе приличный. В принципе, он на дереве и так получается не маленький, а тут еще вот за счет этого увеличивается достаточно. Вот. Но в целом я не могу сказать, чтобы этот Санта был какой-то грязный. Вам сейчас, конечно, он еще так засвечивает, вот я смотрю. Но в жизни здесь есть темные цвета на нем, на самом, да, вот серые там рукавички у него, что-то и на лице там присутствует серый цвет. Но тот цвет, который белый, он, в принципе, различается, что он белый. То есть вот так вот, глядя на него, я не скажу, что там какая-то грязь на нем, что прям что-то сильно испортилось. Ну, нет, я вот так вот, ну, вам, конечно, засвечивает. Нет, я так сказать не могу. В целом меня все устраивает. И более того, мне кажется, очень круто смотрится вот этот вот Санта на вот этой деревянной заготовке. То есть он становится какой-то более теплый. Дерево, оно всегда придает теплоты сюжету любому, и за это мне нравятся деревянные заготовки. И вот в данном случае как раз-таки вот эта вот теплота какая-то, такая вот совсем уютная атмосфера, она, мне кажется, идет на пользу этому сюжету. И плюс, мне кажется, еще, что вот сам цвет вот этой деревяшки, да, он как-то подсвечивает нитки, и они становятся какого-то тоже такого теплого оттенка, немножко что-то винтажное такое, немножко какая-то немножко припыленность появляется. У этого сюжета такая хорошая припыленность, да. В общем, мне очень понравилось, и если в процессе я думала, что все, больше я не буду заказывать эти деревяшки, потому что это очень неудобно оказалось в плане ниток, в плане вот этих загрязнений, но когда я увидела результат, я немножко свое мнение изменила. Я думаю, что я буду заказывать еще деревянные заготовки, но это будут однозначно те сюжеты, в которых мало светлых цветов. К примеру, как вот тот Санта, не Санта, а снеговик, которого я хотела вышивать вот вместе с этим Сантой, и вот с таким Сантой с севера. У меня еще была заготовка для снеговика, которая благополучно в кавычках поломалась. Ну, это мы сами виноваты, случайно поломали. И вот, наверное, даже это хорошо, потому что я бы, наверное, намучилась там вышивать светлым цветом. Наверное, все-таки, да, вот такие сюжеты, где очень много зашивки светлыми нитками, для деревяшек вот таких не подходят. А именно я говорю про деревяшки, вот, которые я заказывала у Ольги Романовой. Опять же, может быть, Ольга что-то поменяет в своем производстве, да, и они перестанут марать нитки, эти заготовки. Но вот пока на текущий момент я рассказываю о своем опыте, да, у меня вот заготовки марают нитки, и исходя из этого я делаю такой вывод, что буду заказывать, но буду выбирать такие сюжеты, где мало светлых ниток, чтобы поменьше переживать. Все-таки узелок, да, вот с красных ниток, с каких-то вот еще темных оттенков, он убирает вот эти вот загрязнения, да, внутри самой перфорации, но при этом нитка, она не меняется кардинально в цвете, да, но на светлых оттенках я это видела, что узелок забирает на себя грязь, но при этом нитка по длине, она все-таки меняет немного цвет, и тут тебе нужно уже следить, смотреть, обрезать. Мне не очень это понравилось, поэтому я буду таких сюжетов избегать в выборе для заказа деревянных заготовок. Так что все классно, все у меня собралось, на клей все приклеила, все очень здорово. Будет этот Санта ждать момента, когда поедет по адресу назначения. Так, вот опять я не могу собрать. Нет, все, собрала. Подстава такая, когда без камеры все легко собирается, на камеру
какие-то проволочки получаются. В общем, классный сюжет. Все мне здесь понравилось. И лежит у меня еще вот такая вот заготовка для Санты с севера. Этот Санта уже для меня. И хотела я его вышить прямо вот по горячим следам после вот этого Санты. И в этом же видео вам показать готовый результат. Но честно, я так устала от Милхила. Как-то я его действительно немного, у меня в последнее время в жизни вышивальной Милхила очень много. И я, наверное, уже объелась, и уже как-то мне не хочется. Поэтому я решила не мучить себя, вышивать все-таки в удовольствие. И раз мне сейчас уже как-то подостыла я к Милхилу, уже хочется мне другие процессы, других производителей, другие сюжеты взять в работу. Поэтому не буду себя мучить, не буду над собой издеваться. И вот эту заготовочку я пока откладываю. Когда у меня снова появится настроение на Милхил, да, когда я соскучаюсь по нему, тогда я возьму вот это дело все в работу. Так что вот такой вот милхиловый период случился в моей вышивальной жизни. Люблю этого производителя, буду вышивать еще, но пока немножко хочу от него отдохнуть. Так что буду заканчивать это видео. Спасибо вам за просмотр, всем вышивального настроения и пока-пока.